Горит камин, уютно и светло, покоем обволакивая душу, и хочется укутаться в тепло, глядеть в огонь и треск поленьев слушать. С самого доброго времени суток в разгаре пора рождественских каникул, единственных и таких желанных в жизни взрослого населения страны. Самое время отдохнуть от прошлогодних проблем и зарядиться позитивом на будущее. В чем обязательно поможет наша семейная программа «Вечер у камина», третий год, собирающая свою новогоднюю аудиторию. К нам в гости мы приглашаем прокопчан, чья жизнь наполнена интересными и яркими событиями. Сегодня в нашей уютной гостиной супруги Георгио. Георгий Ильич Георгио – человек творческий и талантливый. С детства имел массу увлечений, в каждом из которых успешно стремился к совершенству. Мечтал стать строителем, получил высшее образование по профессии и начал трудовую биографию в Прокопьевском шахтостроительном тресте. Еще до 30 лет вырос от молодого специалиста до заместителя управляющего трестом. По воле судьбы сменил направление деятельности на экономическое. С 1999 года бессменный председатель жюри городского конкурса «Веселых и находчивых». Любит добрый юмор, музыку и, конечно, свою дружную семью, которую считает главным богатством и стимулом жизни. Ирина Владимировна Георгио – хранительница семейного очага, заботливая и мудрая жена и мама, богиня кулинарных изысков, талантливый экономист и дизайнер домашних интерьеров. Искусно обеспечивает отличную погоду в доме и теплый климат в семье. Здравствуйте, Георгий Ильич. Здравствуйте, Ирина Владимировна. Здравствуйте. Устраивайтесь поудобнее и давайте знакомиться поближе. Сегодня вы пришли по объективным причинам, неполным составом семьи. Вот хотелось бы узнать, где, а главное, чем сегодня живет младшее поколение семьи Георгия? Старшая дочка у нас, Юля, родилась здесь, в Прокопьевске, закончила 14-ю школу нашу, поступила, тогда он назывался Санкт-Петербургский горный институт, на экономический факультет. Закончила успешно, но осталась в Питере, работает в научно-производственном объединении «Вектор». Всем довольна, так что живет уже в Питере, вот уже 10 лет. Младший сын Илья закончил 2-ю школу, выбрал для себя Новосибирск, Сибирский государственный институт железнодорожного транспорта, экономический факультет, профессию финансиста. Поверьте, не было у нас с женой никогда таких мыслей, как-то навязывать детям профессии. На работу уже устроился, работает в IP-компании. Один раз мне мой отец сказал: будь хоть кем. Главное, быть человеком. И мы пытались с Ириной Владимировной с этой точки зрения подходить. Но мы довольны, что у них все хорошо, что им нравится, что у них получается. Вам вопрос, соответственно. Вырастить таких замечательных детей, у которых все получается. Нужно знать какие-то секреты воспитания. Поделитесь, пожалуйста. Сказать, что садили рядом и говорили, начинается процесс воспитания, практически такого не было. Где-то, наверное, смотрели на родителей, на старшее поколение. Не было такого нравоучения, что-то наставления. Старались взять, пойти вместе в театр, где-то на концерт, где-то что-то обсудить, где-то их заставляли, но тоже участвовали. И ремонт когда, и что-то приготовить. И если в погреб пойти, значит, они знают, что это надо нести. Очень внимательные дети. Не забывают нас, стараются как-то сделать, нам приятно. Ирина Владимировна правильно сказала. Наверное, все в жизни построено на личном примере. Большая часть вся это пала на жену. Она и училась с ними. Бегали по кружкам. Знаю, что вы прокопчанин с греческими корнями. И причем знаете эти корни назад на несколько веков. Да, пытался это. Как дети солнечные лады оказались на Прокопьевской земле. Маме моей во время войны, она сама урожденная в городе Симферополе. В 1938 году осталась без отца, отец был арестован. А когда началась война, были эвакуированы. Ей тогда было 13 лет. Вот так вот они попали сюда, в Прокопьевск. А отец в Севастополе родился. Отцу было год, когда дед погиб.
Он был капитан первого ранга русского флота, а те года 20-е Россия не имела права выхода в море по Брестскому договору. Но, одним словом, они вышли в море, там конфликт, и корабль был потоплен. Отец поступил в Севастопольский корабельный институт. Со второго курса был призван в армию в 1939 году. В 1941 началась война, ранение. Был комиссован в 1944 году, ну и попал в Новосибирск. Ну, а потом был направлен вот сюда уже. Встретились с мамой моей. Ну и вот в 50-м году поженились. Так вот мы открыли первое поколение греков сибирских. Насчет Затруднились. именно наречения мужской части вашей семьи. Мужской части? Это Да, традиция? это традиция. В нашем роду мужчина носит имя или Илья, или Георгий. Я достаточно долго проследил эту цепочку. Где-то дошел до конца 17-го, начала 18 века. Да, так это все и продолжалось. Можно Если предположить, будет, что надо бы. следующим будет Георгий. Ну, Да, это было бы, конечно, очень приятно. Это было бы Хотелось очень бы. приятно, хотелось бы. Давайте продолжим новогодними традициями. Раз мы Новогодними. собрались в прекрасную пору рождественских каникул, ну расскажите, без чего невозможен ваш Новый год? Несмотря на то, что вот так вот дети вылетели из гнезда, по возможности, конечно, люди сейчас они занятые, работающие, есть свои проблемы. Рождество, Новый год мы собираемся все вместе. Мы должны встретиться дома, мы должны утром вручить друг другу какие-то обязательно подарки. Под елочкой подарки Под всех елки. ждут. И мы ждем это. Ну, вообще, вот вы знаете, я всегда считаю, что мы же все дети. Независимо от возраста. 5 лет тебе или 65 лет тебе, мы все равно все ждем чего-то. Ждем Чего-то ждем. хорошего, ждем веселого. И вот это традиция. Ирина Владимировна, я знаю, что вы готовите так, что просто пальчики оближешь. Чем в новогодие радуете свою большую семью? Стараюсь всегда накрыть шикарный стол. Но это не значит, что что-то очень дорогое, что-то необычное. В общем-то, разные салаты, красиво оформленные. Из своего, так сказать, производства. Ну, обязательно торт. Да, еще традиция. Загодя обсуждается меню, печатается. Глава проверяет, все ли на столе, что запланировано. Обсуждаем. Да, серьезно, это у совершенно нас. верно. Такая новогодняя праздничная суета. Приятная такая суета. Георгий Ильич, я знаю, что вы и в финансовом управлении, которым руководили более 20 лет, тоже очень тепло встречали Новый год. В чем особенность вот этой теплой обстановки? У человека жизнь, она так, если грубо разделить, на две половинки. Работа и дом. Вот так вот получается. Еще неизвестно, где мы больше. Дома находимся или на работе. Мне кажется, на работе все-таки больше. Поэтому у нас такая вот традиция родилась несколько раз в году. Это на юбилей управления, который мы отмечаем в августе, в День финансиста. Это Новый год. Там, еще, может быть, какие-то там весенние праздники, там, первый листик и так далее. Мы собирались семьями. Причем старались не только, чтобы присутствовали там мужья, жены, но и детей. Вот такой большой, дружный, шумный, может быть, когда-то семьей. Все это, естественно, готовилось, это мероприятие. Это здорово. Вот вы понимаете, когда знаешь мужей своих работников, жен своих работников знаешь, и они видят, что где работает вторая половина, коллектив, там, отношения. Это хорошая такая традиция. Посмотреть на своих людей, как-то это ж под другим углом видишь. Помимо твердых профессиональных знаний, любви к делу, которое ты делаешь, обязательно необходимо время. И времени порой нам катастрофически не хватает, в частности, для самого главного – личной жизни. Вот я знаю, что проблему нехватки времени вы удачно решили в молодости, когда делали предложение своей супруге. Ирина Владимировна, расскажите, как это было? Не совсем в молодости, скажем так. Мы уже были, наверное, состоявшиеся молодые люди. Познакомились на работе. Я работала в ШИСУ-2 начальником планового отдела, а Георгий Ильич в Тресте, Прокопьев шахтострой, зам управляющего. И когда нужно было в Трест начальника планового отдела, в том числе и он со мной разговаривал.
Собеседование, да. Ну, наверное, с год проработала я в Тресте. А он пригласил к себе в кабинет и предложение. Перед обедом причем это было. На голодный желудок лучше воспринимается, я думаю. Ну, и сразу ответ пришел. Ладно, я подумаю. Зачем сразу говорить? Да, управляющий у нас был Гриневич, и когда он звал, я говорю, ой, да переживала, как сложится все. Да что ты переживаешь, молодая, мы тебе тут и мужа найдем. Ну, в общем-то, наверное, и его в какой-то вот мере пророчески блесла. Да. Да, вот шутка. Муниципальный бюджет – это вот все, чем живет, дышит город. Конечно, это все непросто. На посту главного финансиста вы пережили 90-е, такие очень кризисные годы, сумели грамотно распорядиться имеющимися финансами. И, к счастью, сегодня немножко другая ситуация. Ну, как бы люди живут лучше, но все-таки каждый в новом году хочет как-то улучшить свое финансовое состояние. Как специалист, несколько советов семьям, которые нас смотрят сегодня. Меня, как специалиста, больше всего пугают кредиты. Попасть в эту кабалу легко, выпутаться, ну, опять же говорю, как профессионал, практически невозможно. Просто очень внимательно смотрите, что вы делаете. И самое главное, внимательно читайте те бумаги, которые вы подписываете. А следующая вещь, это не только финансовый совет, это вообще совет как человека. Надо быть оптимистом. Многое улучшилось в нашей жизни. Вот вы сейчас сказали очень верно, 90-е. Вот кто прожил те 90-е годы, прожил во власти, помнит, что было. И теперешний вот кризис этот, да, он сложный, он достаточно разворачивается на фоне тут и политических нюансов, и экономических, и финансовых, но это все равно немножечко полегче. Но, наверное, в менталитете нашего российского человека это всегда плакать. Ребят, ну вот масса у нас этих огромных магазинов, вы посмотрите. Машину ведь порой поставить на стоянке нельзя. Кассы все забиты, все груды тележек. И это не праздничные дни. Обычные рабочие дни, выходные там дни и так далее. Ну и надо же ведь просто положить руку на сердце и сказать, стали все равно стоять получше. Да, есть проблемы. Есть сложности, дорожает жизнь и так далее. Мы помним, что из себя представлял наш город. Вот я коренной прокопчанин. Я здесь родился, я здесь вырос, здесь мои корни. Вот несмотря на то, что мы говорили, там дети разъехались, и, конечно, есть возможности уехать туда к ним и так далее. И в мыслях нет ни у меня, ни у жены. Это наш город. К нам будут приезжать. Был Прокопьевск, стал Прокопьевск. Небо и земля. Это цивильный, красивый город. Но ведь для того, чтобы он стал цивильным, вложили силы. Те же самые прокопчане. Сколько людей выходили на субботники и выходят на субботники. Сколько тысяч деревьев тут посадили. Каждый там прибрался у себя во дворе. Это плюс. Не намусорил на личной площадке. Это плюс. Стекло не разбили. Это плюс. Понимаете, это все вот от этого. От этого зависит благосостояние. Ведь на все тратятся бюджетные деньги. На любое сломанное дерево его же надо пересадить. На любую разбитую дверь ее надо поставить. Это же деньги коммуналки. Наши же, кстати, с вами деньги тратятся. Так если вот этих трат, как я называю, бесполезных, бездарных трат не будет, значит, мы можем сделать что-то другое. Ну и последнее. Давайте улыбаться. Вот мрачноватенькие мы все-таки, вот, согласитесь, мы или думаем о чем-то, или заняты своими мыслями. Ну вот, мне кажется, что улыбка, она так украшает людей. Была бы улыбочка на лице, но цены бы не было. Особенно вот сейчас, зимой, когда вот все белое, вот это вот безмолвие, вот эта улыбка, она покрашала и согревала. Будем улыбаться, будем оптимистами, и все у нас получится. Я считаю, что в теперешнем кризисе, вот, который скатилась не только Россия, а весь мир, ну, наверное, большую и тяжелую часть пути мы прошли. Но надо помнить только одно. Никто никогда не придет и не будет нас вытаскивать. Это можем сделать только мы сами. На уровне своей семьи, на уровне своего города, ну, на уровне своей страны. Все в наших руках. Понимаю, что вы человек рациональный, но все-таки вот многие какие-то денежные талисманы, там, какие-то семейные там держат какие-то обереги. Вот как вы к этому относитесь? Есть какой-то китайский божок, надо ему животик там гладить каждый день, и вот деньги будут прямо сыпаться.
Ну, если бы это было бы так, можно было бы даже целую службу, наверное, создать, которая бы сидела бы, да, и гладила бы животики Ну, в этим общем-то, башкам. вот ребятишек с детства воспитывали, и сейчас продолжаем всегда, как бы, может быть, лишний раз даже говорить, что надо стараться самому, своими руками что-то уметь делать, если хочешь жить лучше, потому что можно большие деньги получать, и если в доме нет хозяина и хозяйки, скажем так, и не хватит, и Ни один божок да. не поможет, да? Никто не поможет. Откройте секрет, а семейный бюджет, чья прерогатива все-таки? Ой, конечно, вот начальник финансов. Ну, Начальник контроль финансов. есть, контроль есть. Контроль и начальник финансов. Да. Ну, вообще, лучший финансист – это женщина. А если это хозяйка дома, и на самом деле, вот как Ира сейчас сказала, она это все воспринимает. Вот он тебе, это семейный бюджет, Это- где всегда будет профицит. Хоть Дочь, небольшой, когда но профицит. поступила первый год, и вот первое время писала письма. Помню, нам так смешно было. Пишет в письме: «Мама, я вот только сейчас поняла и поражаюсь, как ты укладываешься, стараешься. Зачем? Ты следи за Илюшей, ведь я теперь понимаю, вот в магазине надо, не надо, а мы где-то раз и кинем в тележку что-то. А когда сама стала вести себя, да, свой, вот теперь мама бюджет, я понимаю, нет, надо строже». В финансах разбирается вся семья отлично. Еще и каждый музыкален, каждый окончил 10-ю музыкальную школу. Я знаю одну интересную историю, что однажды главу семейства чуть-чуть не отчислили. Вся наша жизнь, и прошлое, и теперешнее, вот, и в Советском Союзе, и в России у нас же какие-то табу действуют, какие-то рамки. 64-65 год, люди моего поколения помнят, это эпоха Битлз, конечно. Это когда там где-то какие-то записи там попадались на хрипящих этих магнитофонах. И как-то с моим товарищем в зале там мы репетировали. Ну как, не попытаться сыграть что-то из разряда Битлз. Но, к сожалению, это не очень приветствовалось в то время. Учились мы неплохо. И поэтому там условно мы были на 2 недели отчислены из музыкальной школы. Причем, ну, вот фраза, которая была там на педсовете сказана, когда нас там отчисляли, что ну вот в этом храме, где там звучит Бах, где звучит Чайковский, и вот что-то такая какая-то вульгарная. Ну, как меняется время, вот вы знаете, здесь я вот хочу сказать. А вот когда у меня моя доченька кончала музыкальную школу, самое такое мелодичное произведение Битлз, это произведение, это песня «Yesterday». Она была у нее в программе уже. Вот согласитесь, ну какие-то там десятки лет прошли. Вот здесь нельзя ни в коем случае навязывать свои вкусы. Ни в коей мере. Потому что даже вот интересно за молодежью следить. Вот тот же мой сын, как-то там что-то говорили мы с ним о тяжелом роке и так далее, и так далее. И я поставил ему виниловую пластинку Deep Purple. И вот когда он прослушал, говорит, так это что, и в ваше время такая музыка была? Да, она была, она же ведь не меняется. Ну, что говорить о музыке? 7 нот, которые есть и в симфонии, есть и в поп-вещи, и в рок-вещи и так далее. То есть мы должны вот тут вот быть более мягкими. И не говорить, вот как часто у нас бывает, а что они там слушают, это молодежь, чего они это самое? А вспомните себя. А вспомнить нас, когда мы носили волосы до плеч. Тоже были Да, революционеры. это что же? Ну это, наверное, бунтарство, оно должно проявляться в человеке. Но мы же ведь не роботы. Я за то, чтобы человек, он до самой последней своей минуты не приземлялся. Все равно надо интересоваться, все равно надо лезть, все равно нужно стараться. Но в жизни столько всего интересного, в жизни столько всего нового. Лишь познать невозможно, жизни человеческой не хватит. Музыка – это стимул. Вот для меня. Я привык, что она где-то должна все время журчать. Но только, еще раз хотел бы сказать, качественная музыка. Ну, а Прокопьевский оркестр. Я всегда с таким удовольствием хожу и слушаю произведения. И каждый раз я вижу этот оркестр по-другому. Вот совсем недавно у нас появилась традиция в преддверии городского праздника, вот этот концерт на площади перед собором. И все под звон этих колоколов. Вот согласитесь, это же фантастика, да? Те же самые вещи, но на открытом воздухе и звучат по-новому.
А посмотрите, сколько людей у нас на этих мероприятиях присутствует. Ведь порой сесть негде. Значит, это нравится. Ирина Владимировна сказала, что вы все умеете делать своими руками. И хобби у вас тоже есть. Не только музыка, но и макеты кораблей. Ну, большинство греков же моряки. Наверное, все-таки гены где-то, они там, не очень я это дело понимаю, конечно, но где-то они там шевелятся. Это, конечно, очень трудоемкая такая работа, кропотливая работа. А потом же, знаете, еще что, нужно перерыть гору литературы, ведь хотелось бы, чтобы это, соответствовало, когда ты, пытаешься в каждую эту детальку какую-то там жизнь свою Заставлял вдохнуть. меня даже какие-то мешки, говорить надо, бочонки, помогай мне тут делать. Сейчас Мешочки? Да, вот там как, подгрузы надо миниатюрки, же. все это, то есть... Это хорошо. Георгий Ильич, люди, хорошо вас знающие, говорят, что у вас очень тонкое чувство юмора. И вот во время нашей беседы я в этом уже не раз убедилась. Я знаю, что юмор – это часть вашей жизни. То есть вы связаны с КВНовским городским движением. И даже на должность вас, по-моему, как-то в особую дату назначили. На самом деле так получилось, что я был назначен на должность начальника финансового управления 1 апреля. Абсолютно просто совпадение. Хотя я люблю юмор. Благодарен Масловой Нине Васильевне. Она стояла у истоков рождения городского клуба КВН. Пошло. Очень много знакомых во всех командах. Я знаю, это врач, этот учитель, этот руководитель котельной, этот главный инженер и так далее. То есть люди, они далекие от этого всего. Это как раз о чем мы говорим, это хобби. И продолжение ведь пошло. Этот эффект бабочки. Это дети с врожденным чувством юмора. Хорошее все должно передаваться, улучшаться из поколения в поколение. У нашего камина, благодаря вашему присутствию, царит такая теплая атмосфера общения, атмосфера праздника. И я знаю, что вы, как человек разносторонний, приготовили небольшой творческий подарок. Если позволите, такой спич, наверное. Мне бы хотелось, чтобы этот наступивший год, 17-й год, был значительно лучше всех предыдущих лет. Чтобы он каждому принес исполнение его самых заветных желаний. Желаний у человека должно быть много, но самые заветные, они должны обязательно в этом году исполниться. Давайте, относиться друг к другу с большей теплотой. Прокопчанам здоровья, благополучия, улыбок, хорошего настроения, уюта дома, в общем, исполнения всех задумок, желаний. К сожалению, время нашей встречи заканчивается. Очень жаль с вами расставаться. Действительно, было очень приятно с вами беседовать. Я желаю вам в новом году всего самого лучшего и надеюсь на новые встречи. Спасибо. 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 Удачи и здоровья вам. Завершая программу замечательной ноткой поздравлений, хочется пригласить нашего дорогого зрителя на очередную семейную встречу. Устраивайтесь поудобнее рядом с родными и близкими людьми и смотрите нас завтра. Обещаю, будет тепло, душевно и интересно. До завтра!